Привет! Рада видеть тебя на своем канале. В сегодняшнем видео без лишних слов необычный и интересный случай, ведь съемка была не запланирована. Но моя постоянная клиентка удивила меня и принесла дырявые ногти. Я, если честно, долго разглядывала этот сюрприз. При этом клиентка уверяла меня, что не ходила налево к другому мастеру. Но ведь я уверена, что вот это вот не моих рук дело. Еще стоит учитывать, что клиентка была у меня 2 месяца назад, а этому маникюру не больше месяца. И на самом деле глупая ситуация вышла, ведь я-то помню свою работу. Плюс у меня есть видео ногтей, которые я делала. Поэтому признайся, скажи да, сходила к другому мастеру, попробовала, вернулась. Что в этом такого, я не понимаю. Кстати, а вот эти ногти, которые я делала. А те, кто подписан на меня в ТикТок, это видео видели давным-давно, самыми первыми. Здесь я, кстати, пробую, что это за покрытие, мне просто стало интересно, и затем уже убираю длину и начинаю обыкновенное снятие. И, кстати, обратите внимание, покрытие действительно какое-то странное, оно снимается резиной, прям резиновые куски отлетали во все стороны, вытяжка не спасала, мне даже пришлось надеть защитный экран. Ну а клиентка в прямом смысле слова уворачивалась от обстрелов. Ну а после затяжного неловкого молчания клиентка все-таки рассказала, что было с ее ногтями на самом деле. Начнем с того, что ей всегда мы делали длинные ногти. Но в последние 2 раза она попросила убрать длину. Ей на реставрацию принесли икону, и для удобства работы она попросила сделать коротенькие ногти. Также она сказала, что временные рамки для выполнения реставрации очень маленькие, и она буквально работала день и ночь, поэтому прийти вовремя на маникюр у нее не было времени. Также, с ее слов, гуляя по магазину, она увидела наклейки, которые под светом LED-лампы становятся твердыми, как гель. В ней проснулся интерес, и она решила их попробовать. Так что на ногтях сейчас мы наблюдаем те самые популярные наклейки, которые затвердевают под светом ультрафиолета. И все бы ничего, если бы при снятии материала я не увидела одно «но». Самые внимательные сейчас это «но» тоже заметили. Под материалом уже виднеется розовая перепиленная натуральная ногтевая пластина. Сложность также заключалась в том, что с поврежденного ногтя мне нужно абсолютно полностью убрать искусственное покрытие, ведь я толком не знаю, что это было. Также обратите внимание на эту скрытую отслойку, которую просто залили материалом. Так делать опасно. Все отслойки геля, расслойки натурального ногтя – это все нужно убирать полностью, а не маскировать материалом, делая красивую картинку. И вот посмотрите на этот перепил, трещины натурального ногтя, все, что скрывалось под материалом. Поперечная арка, толщина ногтя здесь приличные, такие, чтоб трималось, да? И, кстати, обратите внимание, что на ногте безымянного пальца материала было больше, нежели это какая-то там наклейка. Здесь капитально вначале была коррекция гелем. Я это сказала, и, в принципе, отрицать это было глупо, потому что факт налицо. Да, вот смотрите, я снимаю цветное покрытие наклейки. Это действительно наклейка, она снимается резиновым пластом, а под ней уже твердый материал. Это камуфлирующая база или камуфлирующий гель. Точно я не знаю, и, в принципе, какая мне уже разница.
А еще смотрите такую штуку. Если, работая на форварде, вы работаете по стандарту справа налево или сверху вниз, вы обычно спиливаете материал. Он снимается хорошо, все зависит от нажима и абразива вашей насадки. Если же вы, также продолжая работать на форварде, ведете в обратную сторону по ходу оборотов фрезы, то есть снизу вверх или слева направо, то насадка не снимает материал, она мягко проглаживает его, как бы мягко зачищает, не подрывая. Это отлично работает при отслойках. И после полного снятия раскрылась вся трагедия этих ногтей. И она заключалась не в странности покрытия, в толщине материала и даже не в скрытых отслойках или перепилах. Проблема лежала намного глубже. Как видите, кутикулу здесь не срезали, а прямо выколупывали. Выколупывали вместе с ногтевым ложе и матриксом, видимо. И я не знаю, что тут говорить. Ногти просто волной. На ногти действительно больно смотреть. Причем нет разницы, делала это она сама, или какая-то подружка, или, возможно, пошла к другому мастеру. Это действительно не имеет уже никакого значения. Сейчас главное исправить ногти и объяснить клиентке, в чем причина, проблема и риски таких перепилов. А вам по ходу работы буду рассказывать и показывать, что и как я делаю. Итак, смотрим. Это не птеригий, не стелящаяся толстая налипшая кутикула. Это не надо пытаться отодвинуть или отклеить, потому что это перепил. Такое получилось после работы аппаратом. Например, пытались очистить птеригий с ногтя и работали либо на очень больших оборотах, либо с сильным нажимом, либо очень долго возюкали насадкой туда-сюда, либо под неправильным наклоном, когда носик насадки прямо упирался в ноготь. Это не больно, но ногтевую пластину повреждает быстро. И когда ноготь уже отрос, высунулся немного из-под кутикулы, вот и видим эту ступеньку. Ступеньку закошмаренного ногтя. Работать с такой кутикулой нужно аккуратно. Тыкать и просто пододвигать нельзя. Работаем деликатно, с легким выворотом, без нажима. Просто слегка разворачиваем кутикулу, отклеивая ее от ногтя. Эти перепилы на ногте. Все убираю аппаратом. Беру алмазную насадку с красной насечкой. На рыхлой апельсиновой кожуре я покажу, как справляться с этими перепилами. Скорость оборотов 11-12 тысяч. Рабочая поверхность насадки в данном случае – щечка. Это место от кончика к выпуклой части насадки. Работаю без нажима, легкими поглаживающими движениями. После зачистки перепилов также зачищаем ноготь у кутикулы. Насадка щечкой скользит по ногтю, без уклона носиком. При проблемных ногтях под кутикулу глубоко не уходим. Работаем рядом. Если же поставить насадку под неправильным углом, носик будет упираться в ноготь и образовывать те самые перепилы, которые пришли ко мне сегодня. И теперь на ногтях. Щечкой обрабатываем плавающими движениями по ногтю, убирая расслойки. Вглубь под кутикулу не заходим. Кутикулу обрабатываю кончиком и щечкой насадки, но без давления на ноготь. Кончик ни в коем случае не должен касаться ногтя при обработке кутикулы. Кстати, расскажите мне в комментариях, как вы спасаетесь с дергающимися клиентками. Причем она дергается не потому, что ей там что-то неприятное или щекотное или еще что-то. Она просто ерзает на стуле. Там телефон поправить, там посмотреть типсочку, там гель-лак, там еще что-то, там почесаться, там поерзаться. Как с этим справляетесь? Просто при работе тяжело. А если ты записываешь видео, это тяжело х2. Вот серьезно. Гладим щечкой, а не тыкаем носиком. В этом случае покрытие под кутикулу плотно не делается. Раскрываем по возможности, чтобы не повредить еще больше. Если там очень большая склейка, не трогайте, пусть ноготь срастает.
Сейчас уберу макро и посмотрим работу в обычном режиме. Завершаю работу на реверсе, двигаясь слева направо. Не забываем, щечкой работаем скользящими движениями по поверхности ногтя без давления, зачищая перепилы и расслойки. И работая лишь с кожей без контакта с ногтем, зачищаем кутикулу. Переключаю режим аппарата, скорость та же, обрабатываю вторую половину. Щечка-ноготь, щечка-кончик, кутикула, пузико, боковые валики. Подготовка ногтевой пластины. Старое искусственное покрытие я сняла практически полностью. Кое-где остались расслойки натуральной ногтевой пластины или отслойки старого материала. Их убирать аппаратом уже было опасно. Опиливать пилочкой эти ногти также не рекомендуется, ведь они и без того перепилены. В таких ситуациях идеальным вариантом будет мягкий бафик. Внимательно контролем убирая пустоты. На местах откровенного перепила ногтевой пластины это ярко-розовые пятна на ногте. Опиливать нельзя. Далее по сухому очищаю пыль. Орошаю ногти дегидратом или нейл-препом и прохожу еще раз щеточкой по мокрому. Так вся пыль убирается наверняка. Кстати, те, кто сейчас распереживался, не переживайте, это специально мягкая щеточка, а не те стандартные ёршики, которые раздирают в кровь. И теперь праймер. Сейчас я использую бескислотный, то есть ультрабонд. По сути, и в кислотном, и в ультрабонде эти кислоты есть, но в разной концентрации. Бескислотный праймер используем на тонких поврежденных ногтях, на ногтях, склонных к скручиванию, на пересушенных. Также бескислотный праймер наносим перед использованием кислотных агрессивных материалов. Кислотный же праймер наносим на ногти, склонных к гипергидрозу. В отдельных случаях также используем перед нанесением низкокислотных баз. Нанося ультрабонд на ноготь, он растекается и заполняет абсолютно все расслоечки, оставляя после себя липкость, по которой впоследствии растечется и заполнит база. То есть праймер затекает в те места, куда базой вы не сможете добраться, даже делая самые профессиональные втирающие движения. И давайте же рассмотрим ногти поближе. Все эти розовые пятна – это перепилы. Ногти повреждены, они очень тонкие и чувствительны. На такие ногти хорошо подойдет Air база от Fox, ну или что-то подобное. И так как ногтевая пластина сейчас очень гибкая, подвижная, то база нужна такая же – гибкая, эластичная, та, которая будет подстраиваться под ногтевую пластину. Итак, как наносим? Втирающими движениями? Да. Полусухим уголком кисточки прохожусь вдоль кутикулы и вдоль боковых валиков с отступом от кожи в 1 мм. Так как под кутикулой ноготь от птеригия мы не зачищали, не нужно делать покрытие глубоким. Уголком кисти работаю вдоль проксимального валика. База эластичная, но свою функцию она будет выполнять только в том случае, если нанести ее правильным слоем. В тонком втирающем она не работает, поэтому счищаю с кисти материал и подталкиваю к кутикуле, заполняя тем самым борозду от перепила, и стягиваю к кончику. Также обратите внимание, что никакое выравнивание базой мы не делаем.
Гибкий подвижный ноготь вдоль проксимального валика перекрыт гибкой эластичной базой, которая подстраивается под ноготь, и отслоек при правильном нанесении здесь не будет. Но вся остальная часть ногтя также остается гиперподвижна. Свободный край будет просто заворачиваться при малейшем нажатии. И, соответственно, будут трещины и поломки. Поэтому ноготь нужно укрепить теперь жестким материалом. Следом беру акригель и оставляю объемную горошину на ногте. Кистью, смоченной в мономере, сплющиваю горошину и распределяю материал. Вначале стягиваю к кончику. Затем от центра аккуратно подтягиваю к кутикуле. Запомните, чтобы не было отслоек у кутикулы, жесткий материал нужно наносить с отступом в 2-3 мм, ведь материалы дают усадку. Также гели и акригели – это жесткие материалы, которые не подвижны, так как тот участок ногтя, который находится в зоне у кутикулы. И еще очень важно, чтобы переход от базы к гелю был максимально плавный. Никакой толстой колбасы и ступенек здесь быть не должно, иначе 100% появятся отслойки от большой нагрузки жесткого материала. Следом опил. Естественно, сейчас уже можно опиливать и пилочкой. Вначале прохожу и выравниваю боковые параллели. Выравниваю торец и длину. Следом нижние параллели. За ними центральная ось ногтя. А уже затем сглаживаю поперечную арку. Опил изнанки. Кстати, этот процесс советую производить до перекрытия цветом, иначе насадка может соскочить и вам придется все переделывать. Для стандартных квадратов я использую обычную насадку кукуруза. Она, благодаря своей форме, быстро и классно создает идеальную арку. Тщательно убираем пыль, ну или можно попросить клиентку сходить помыть руки. А вообще в этот момент они уже сами просятся в туалет, потому что выпили кофе или чаечек подошел. Цветом перекрываю так же, как и базой. Полусухой кисточкой уголком прохожусь вдоль кутикулы и бокового валика, и затем уже средне-тонким слоем перекрываю весь ноготь, добавляя цвет. Напоминаю, что никаких подрисовок тонкой кистью под кутикулу я не делаю, ведь здесь были ногти повреждены и глубокого покрытия здесь не будет. Но будет дизайн. На ноготь большого пальца наношу гель-лак с эффектом ртути. На его липкость выкладываю серебряную поталь. Поверх закрепляю средним слоем прозрачной базой.
После просушки сделала небольшой опил, убрав неровности. И проявляю всю эту красоту витражным красным гель-лаком. Ссылку скину в описании под видео. Цвет насыщенный, сочный, но при этом гель-лак прозрачный. С этим витражом можно создать потрясающие дизайны. И смотрим на окончательный результат. Кутикула чистая, ногти ровные. На некоторых ногтях цвет не так плотно к кутикуле, как хотелось бы. Но там были плотные склейки, поэтому, чтобы не травмировать, пришлось оставлять так. Да и тем более это видно лишь если заглядывать под кутикулу. Торцы тоненькие, ровные и четкие. В целом результатом я довольна. А теперь с нетерпением жду, что же мне эта клиентка принесет в следующем или нет, через 2 месяца. В общем, буду держать вас в курсе. Пишите в комментарии свое мнение по поводу этой работы и не переключайтесь, услышимся в следующем видео. Пока-пока.